Привет, друзья! Рад вас опять видеть у меня в гостях. Сегодня вы смотрите первую часть из моих 3 видео, посвященных тоненьким французским блинчикам. Сейчас я вам покажу, как сделать моментальные французские блинчики, буквально за 5 минут, без всяких комков. Получаются они необычайно вкусно. Если, допустим, вы утром проснулись, хотите почему-то вдруг быстренько покушать блинчиков, используйте этот рецепт, он всегда получается отличным. Потом мы с вами возьмем эти блинчики и превратим их в очень вкусный французский десерт, который называется креп-сюзет. То есть блинчики сюзет, и там будет апельсиновый ликер и всякие другие вкусные очень специи по вкусу. Итак, самое главное блинчики. Начнем с блинчиков. Возьмем муки, вот сколько нам не жалко, я думаю, граммов 100 я здесь вот положил. Туда кидаем одно яйцо, положим немного соли, потом туда вот прям на глаз вот так вот немного сахара, может быть 2 чайных ложки где-нибудь. Наливаем немного молока и потихонечку все это перемешиваем, вот так, чтобы получилась такая густая такая масса, похожая на зубную пасту. Вот, если получилось густо, наливаем, значит, еще немножко молока и продолжаем это вот так вот перемешивать. Вот. Так, немного более активно можно в этот момент. Вот, видите, какая вот получается вот такая вот смесь. Густая смесь. Зачем мы это делаем? Когда смесь вот эта, она густая, вот такая вот, видите, вот, то комки очень-очень легко здесь размешиваются. Тогда как если вы, допустим, нальете все молоко сразу, это молоко, эта смесь, она будет очень жидкая, и у вас в ней, если какие-то были комки, то эти комки, они, естественно, не перемешаются. А видите, вот она такая густая смесь, и в ней практически уже нет ничего, никаких примесей, никаких комков, ничего. Теперь мы добавим еще немного молока сюда, на глаз буквально, смотрите. Вот, то есть много молока здесь, ну, бывает, конечно, но если вы нальете просто много молока, добавьте немного муки и потом перемешайте, оно все отлично получится. Видите, оно как размешивается, и получается такая однородная такая смесь. Чтобы не тратить время, мы сейчас поставим сковородку сюда на плиту и включим нашу плиту и кинем на сковородку такой среднего размера кусок масла, просто такой, для того, чтобы он расплавился. Вот, и пока мы замешиваем эти наши блинчики, как раз вот это масло расплавится. Вот видите, оно перемешивается, и получается никаких абсолютно комков. Там немного набилось воздуха, но это ничего страшного, он потом уйдет. Теперь добавляем туда еще больше молока. У меня ушло на это 250 мл, и где-то, я не знаю, может полстакана муки, где-то одно яйцо. Где-то приблизительно так. Но смотрите на глаз, просто, я думаю, все уже блины пробовали делать. Смесь на блины обычно получается очень жидкая, такая вот вообще жидкая вот такая вот, как вода. Видите, у меня получилось вообще никаких комков, ничего вообще абсолютно нет. Вот он, вода водой. Мне это заняло, если бы мне не надо было это вам объяснять, это обычно занимает, ну, наверное, минуту. Вот так вот, раз, все перемешали, вот, готова уже смесь на блинчики. Теперь масло наше закипело. Мы это масло туда вливаем полностью, вот так вот. И мы готовы уже жарить наши блинчики. Ставим плиту на средний огонь, наливаем нашу смесь всегда с краешку и потом как бы наклоняем немного сковородку для того, чтобы оно растеклось, вот, приблизительно вот так. Видите, у нас с одной стороны блинчики, они здесь получаются очень такие красивые, а вот с этой вот стороны сзади они как бы не очень. Поэтому, если вы делаете блинчики, для того, чтобы их заворачивать, всегда заворачивайте их так, чтобы они красивой стороной были наружу. То есть, ну вот в нашем примере, вот сейчас мы посмотрим, дожарился или нет этот блин. Давайте ему дадим еще секунд 10. Вот сейчас он, когда дожарится, мы его завернем просто в ту сторону, чтобы он был красивой стороной просто кверху, для того, чтобы оно просто симпатично выглядело. Вот видите, с этой стороны блинчик получается вот такого вот цвета. Вот такой не очень красивый, как бы с этой стороны он намного красивее, поэтому мы его вот так вот сложим. Вот, и красиво кладем на тарелочку. Вот так вот его. И пусть он ждет своей очереди. Ну вот и здесь как бы ничего особенного дальше нет, просто продолжаем жарить эти блинчики, пока они все не будут готовы. Видите, какие они получаются такие довольно мягкие, никаких комков, краешек хрустящий такой вот. В общем, довольно неплохо. За 5 минут, мне кажется, довольно неплохо. 5-минутные блины такие получаются очень классно. Видите, у меня плитка маленькая, сковородка большая. И оно по центру как бы жарит, а по краям оно немножко не очень. Поэтому я думаю, на вашей плите оно получится гораздо лучше, если у вас будет размер плиты и размер сковородки одинаковый. Еще очень важно, если у вас есть вот такая вот тоненькая сковородка для блинов. Если ее, конечно, нет, она получается замечательно на любой сковородке. Я думаю, вы лучше меня знаете, на какой сковородке у вас блины получаются.
Идеально, конечно, если эта сковородка будет вот такая вот тоненькая и с непригораемым покрытием, то есть для того, чтобы эти блинчики не прилипали. Вот этот блинчик тоже готов. Сворачиваем его точно так же. Вот у нас получились такие замечательные блинчики. Давайте теперь из них сделаем блины сюзет. Для того, чтобы сделать блинчики сюзет по французскому рецепту, первое, что надо сделать, это взять хороший кусок масла, такой вот, кидаем его на сковородку прямо вот так. Теперь будем двигаться быстро. Возьмем апельсин какой-нибудь, вот, и потрем туда немного апельсиновой кожуры, совсем чуть-чуть. Так вот. Теперь разрезаем этот же апельсин напополам и выдавливаем туда апельсиновый сок, вот так вот, прям, как получится. О. Туда же добавим немного ванили. Снижаем температуру и добавим туда немного сахара. Тоже на глаз, вот так, может, ложки 2 где-нибудь столовых. И теперь самым последним ингредиентом добавим немножко французского ликера. Вот 40 градусов апельсиновый ликер Гран Марни. Классический, по классическому рецепту. Вот, буквально капельку вот так. Все это теперь перемешиваем. И теперь кидаем туда наши блинчики. Ну вот и теперь как бы варим эти блинчики в этом креме буквально, я не знаю, ну может быть минуту. Пока карамель вот это не начнет загустевать. Она начнет загустевать это через минуту. Вот смотрите буквально на ее консистенцию. Видите, она еще вот капает немножко снизу. Как только она начала густеть, блинчики можно один раз, кстати, перевернуть вот так, чтобы они со всех сторон были в этом креме. Вот. Крема не жалейте, кладите побольше, потому что он получается чрезвычайно вкусный, и вам всегда потом захочется добавки. Так что делайте побольше вот этой жидкости, пусть блинчики в ней плавают. Они тут поплавают, может быть, минутку. Карамель немного загустеет, и тогда мы все это переложим на тарелку и посмотрим, что получилось. Ну вот и все, как бы наши блинчики готовы. Теперь перекладываем их на тарелку красиво. Ну, обычно в ресторане, если вы покупаете эти блинчики сюзет, их обычно вам дадут один, потому что это очень-очень такой насыщенный десерт, на самом деле, получается. Он очень сладкий, в нем довольно-таки много сахара. И остатки ликера выливаем, естественно, наверх. Все, что у нас здесь осталось самого вкусного, все прямо идет туда, вот наверх. Вот так вот наш десерт. Ну и теперь, как самый последний штрих, сверху можно посыпать немножко сахарной пудры. Вот у меня такая сеточка такая красивая. Вот давайте вот так посыпем сахарной пудрой, совсем чуть-чуть. Просто для красоты, это как бы вопрос, опять же, сугубо эстетический. Так что, как хотите, вот, я люблю посыпать немножко. Вот такие, получаются, замечательные французские блинчики сюзет. Делаются они моментально быстро, как я говорил, это занимает не больше 5 минут. И вот этот вот апельсиновый ликерный соус, он так проникает прямо в блинчики и получается необычайно просто вкусно. Вот как бы на сегодня и все. Это была первая часть из моих 3 видео про французские тонкие блинчики. Завтра смотрите мое следующее видео, где я вам покажу, как сделать необычайно вкусные такие тоненькие, универсальные сладкие французские блины, которые можно использовать с огромным количеством разных всяких начинок. И мы эти начинки с вами будем делать, туда будем их заворачивать, и очень будет классно. Так что увидимся завтра. На сегодня все. Всем пока.